Если в последнее время у вас проблемы с деньгами, если вам кажется, что, как бы вы ни старались, счета продолжают расти, если вам надоело жить от зарплаты до зарплаты, если вам надоело это щемящее чувство в груди, когда приходит время проверить баланс в банке, то, чем я собираюсь поделиться с вами в ближайшие несколько минут, может показаться невозможным, даже слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но послушайте меня, слушайте внимательно, вы здесь не случайно. Вы стоите на пороге чего-то священного. Прямо сейчас происходит сверхъестественный поворот, и не случайно вы нашли это послание. Есть скрытый, дверь в духе, тот, который большинство людей даже не видят, не говоря уже о том, чтобы пройти через него. Но Бог собирается дать вам ключ. Ты был верен. Даже когда твой вера дрожал, даже когда твой сердце сломался под давлением, но ты все еще верил. Ты не переставал молиться. Ты не переставал надеяться. И хотя казалось, что небеса безмолвны, хотя тебе казалось, что твои молитвы отскакивают от потолка, ты не знал одного: твои слезы орошали тайну Ксеме. А чудо созревало в тишине. И сегодня Бог вот-вот откроет то, что было скрыто все это время. Видишь ли, есть завет на вашу жизнь, свято обещать которые не могут быть отменены ни экономическими, ни инфляционными, ни плохими кредитами, ни даже вашими прошлыми ошибками. Но вот в чем загадка. Большинство людей никогда не получают у богатства припасено для них, потому что они не остаются достаточно долго, чтобы увидеть трансформацию начните. Вот почему я прошу вас. Нет, я настоятельно призываю вас оставаться со мной на протяжении всего этого сообщения. Не уходите. Не прокручивайте. Потому что прежде чем это видео закончится, я собираюсь раскрыть вам одну секрет-инструкция, которая меняет все. Дверью откроется, но только тем, кто претерпит до назначенного момента. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Может быть, вы устали. Может быть, вы уже слышали это раньше. Обещание. Пророчество. Надежда, сменяющаяся разочарованием. И я понимаю. Я был там. Я чувствовал эту сокрушительную смесь ожидания и горя. Но послушай, это не переработанное послание. Это божественное назначение. И если вы проигнорируете это, если вы уйдете сейчас, вы можете пропустить ту самую секунду, когда ваш урожай начинает проявляться. Прямо сейчас ваш дух борется. Одна часть хочет снова верить, мечтать, надеяться, тянуться к чему-то вера. Другая часть устала, защищается, боится быть подведенной еще раз. Но есть шепот в глубине души, не правда ли? Легкий толчок, который говорит: подожди, здесь что-то не так. Потому что это не просто видео. Это священный момент. А поворотный момент. Духовный перекресток, где твоя прошлая боль сталкивается с твоим будущим наследованием. И Бог говорит через него сейчас. Вы просили знак: Боже, покажи мне, что ты все еще видишь меня. Покажи мне, что ты все еще заботишься. Покажи мне, что еще есть благословение в пути. Ну, вот он. Но он завернут в тайну, и это требует вашего полного внимания. Потому что откровение многослойной. Инструкция не в начале. Настоящий прорыв, тот, который меняет все ваша судьба, сокрыто глубоко в этом послании. И вы уже не будете прежним, услышав его. Итак, мне нужно, чтобы ты сделал что-то смелое. Реши сейчас: я останусь. Я буду слушать. Я приму. Произнеси это вслух, даже если это покажется странным. Боже, я останусь до конца. Потому что Он наблюдает за тобой. Послушание – это не развлечение. Это духовное выравнивание. Вы не просто смотрите на экран,
вы сидите у ног Всевышнего, и Он собирается вручить вам ключ, чтобы разблокировать избыток, ты даже не знал, что это твое. И прежде чем мы пойдем дальше, прежде чем я открою вам первый знак о том, что должно произойти в твоей жизни, мне нужно, чтобы ты дышал. Вдохни, выдохни. Замри. Потому что с этого момента ничто не будет прежним. И я говорю это под тяжестью небесных сил. То, что ты сейчас услышишь, не только разоблачит ложь бедности, но и покажет тебе, как Бог собирается излить непредвиденное богатство в вашу жизнь, и все начинается со следующего слова. Но прежде чем я расскажу вам, что это такое, вам нужно понять одну важную истину о вашей нынешней борьбе. Всего 3 дня назад я получила сообщение от Светланы, мамы из Москвы. Ее голос дрожал от волнения. Она пережила сильнейшее потрясение. Финансовый стресс месяцами. У нее был просрочен платеж за квартиру, холодильник был наполовину пуст, а сердце почти разорвалось под тяжестью тревоги. Она рассказала мне, что наткнулась на это самое сообщение не случайно, а в момент тихого отчаяния. Она только что отвезла сына в школу, сидела одна на кухне и взмолилась Богу: «Пожалуйста, мне нужен знак, что ты все еще видишь меня». В то же утро она нажала кнопку воспроизведения. И что-то начало меняться. Она даже не успела дописать сообщение до конца. Всего через 48 часов ей на почту пришел неожиданный чек, код 356 000 руб. Она была ошеломлена. В шоке. Она сказала, что перечитала имя отправителя 3 раза, думая, что это должно быть ошибка. Но это была не ошибка. Это было благословение, четко обозначено, несомненно сверхъестественное. У нее не было никаких земных причин ожидать этого. Никто не говорил ей, что это произойдет. И все же это случилось. Потому что ее пересекается с божественным выбор времени, и обещать активировался прямо у нее на глазах. Но Светлана не одна. Буквально вчера к ней обратился Иван из Санкт-Петербурга. Он владелец малого бизнеса и годами вкладывался в свое дело. Но ничего не получалось. Он устал, сгорел. На грани сдачи. Его сердце сбилось с ритма. Его духон был сух. Он начал сомневаться в реальности Бога. Но однажды ночью, в минуту молчания, он нажал на это сообщение. Он ничего не ожидал. Он просто слушал. И вот это случилось. Не неделю спустя. Не каким-то медленным, подкравшимся образом. Уже на следующее утро клиенты начали приходить ему на почту. Заказы, которых он не ожидал. Звонки, которые он не инициировал. Он сказал, что чувствовал, будто небеса открылись и вылил услуга. Его точные слова: как будто проклятие спало за одну ночь. Как будто воздух вокруг моего бизнеса изменился, и я понял, это не совпадение. Это был завет. Это была рука Божья, действуя от имени того, кто осмелился снова поверить. Сегодня утром мне в почту пришло еще одно сообщение. Это была Мария. Возможно, вы ее понимаете. Больше года она горячо молилась о повышении на работе. Она чувствовала себя незамеченной, недооцененной, невидимой. В то время как другие вокруг нее, казалось, продвигались. Она оставалась на месте, в застое. Ее молитвы были постоянными, но ответ, казалось, запаздывал. Затем она прослушала то же самое сообщение, которое вы слышите сейчас. Не как обычный просмотр, но с ожидания, с верой. И вдруг это случилось. Она не только получила повышение, но и получила поднимение в офис. Она сказала, как будто что-то просто вырвалось наружу. Я ничего не сделала по-другому.
Я просто наконец сказала «да» тому, что чувствовала в своей душе. Дух. Вот и все. Момент капитуляции. Момент выравнивания. И то, что было закрыто, теперь распахнулось настежь. Это не отдельные истории. Это не сказки. Это ознаки доказательства того, что Бог все еще в деле чудеса, все еще занимающийся подъемом верны, все еще занимающийся чествованием скрои семена, заложенные в молитве, слезах и молчаливой борьбе. И я говорю это со всей настоятельностью, если это случилось с ними, это может случиться и с вами. Бог нелицеприятен. То, что Он делает для одного, Он готов сделать и для другого. Единственное условие – ваша вера. Поэтому я спрашиваю вас сейчас, не просто как рассказчик, но как духовный посланник, нравится это видео, если вы верите в свои собственные «повернись». Это может показаться мелочью. Это может показаться простым жестом. Но я обещаю вам, послушание в мелочах открывает избыток в крупных. Каждый раз, когда вы принимаете меры веры, вы позиционируете себя под потоком божественное обеспечение, не стоит недооценивать силу участия. Пусть ваш клик станет ключ, который говорит небесам «Я готов». И, возможно, вы все еще сомневаетесь. Возможно, часть вас говорит: что ж, для них это здорово, но я слишком долго ждал. Я упустил слишком много возможностей. Я совершил слишком много ошибок. Позвольте мне прямо сказать об этой лжи: вы не дисквалифицированы. Ваша боль не лишила вас права. Ваш долг не лишил вас права. Ваши разрушенные отношения, ваши прошлые решения, ваши нынешние страхи – ничто из этого не лишает вас права быть услышанным Богом. Список благословений. Если уж на то пошло, они делают вас идеальным кандидатом на чудо. Позвольте мне показать вам, почему. Есть закономерность, да, святой узор в том, как движется Бог. Он ждет, пока шторм громче всего, пока ваши ресурсы иссякли, пока ваши человеческие силы не иссякнут, и тогда Он появляется. Чтобы не было никакой путаницы. Чтобы ни один человек, ни одна система, ни один банк, ни один начальник не смогли присвоить себе славу. Он делает это, когда становится ясно, что только Он мог это сделать. Именно это сейчас и происходит. Вы находитесь в той части истории, где давление достигает пика. Но давление – это не конец, это прелюдия к власти. И я хочу прояснить это еще яснее. Это сообщение, которое вы смотрите. Этот момент прямо сейчас – это не просто цифровое совпадение. Это божественное назначение, встреча, устроенная самими небесами. Возможно, вы пока этого не осознаете, но ангелы летают вокруг вас. Не в сказочной форме, а в реальности. Сверхъестественная оркестровка. Задания меняются. Письма готовятся. Телефонные звонки синхронизируются. Люди просыпаются с вашим именем в душе. И все потому, что вы сидите здесь, принимаете, верите и говорите «да» шепот Бога. Давайте копнем глубже. Есть еще кое-что общее в этих свидетельствах. В каждом из них говорилось одно и то же. Я почувствовал что-то, когда начал слушать. Я не мог объяснить. Но я знал, что-то происходит. Это то, что активация. Это тот момент, семена начинают трескаться. Это начало урожай, это не громкий раскат грома. Это не фейерверк в небе. Это тихий, небольшой сдвиг. Дух осознает это прежде, чем разум успевает это объяснить. И именно это вы сейчас чувствуете, не так ли? Что-то внутри тебя дрожит. Не от страха, а от ожидания. Вот почему вы понимаете, что это не просто мотивация.
Это не просто позитивное мышление. Это пророческое выравнивание. Бог готовит ваше наследование, и Он начинает с обновления вашего разума, возрождая в ваше сердце освобождение вашего вера. Повторю еще раз, это сообщение не для слабонервных. Оно для выбранных. Те, кто чувствует себя забытым. Те, кто продолжал молиться, когда никто не видел. Те, кто отдавал, когда у них почти ничего не осталось. Те, кто боролся, тихие бои и все равно пришли с любовью в сердцах. Если это про вас, то позвольте мне заявить вам следующее. Вы следующий. Ваше имя в списке. Ваша дверь скоро откроется. Но прежде чем я открою следующие доказательства, прежде чем я поделюсь скрытым законом, который каждая из этих историй неосознанно затронула, мне нужно, чтобы вы поняли одну вещь. Все, через что вы прошли, было подготовкой. Ничто из этого не было напрасным. Ночи, когда вы плакали в одиночестве. Моменты, когда вы чуть не сломались. Отказы. Долги. Задержки. Все это была плодородная почва. Потому что Бог никогда не насаждает семя без предварительного планирования яуры. И вот жатва уже близко. Оставайтесь со мной. Не уходите. Потому что то, что я вам сейчас покажу, объяснит, почему все должно было произойти именно так. Почему задерживать не было отрицанием. Почему дикой местности на самом деле был матка. И вот уже через несколько мгновений вы поймете, что именно сейчас вернется в вашу жизнь. Но сначала позвольте мне задать вам вопрос, который еще никто не осмелился задать. А теперь часть, которая может вас удивить больше всего. Никому из них, Светлане, Ивану, Марии, не приходилось прилагать усилий или усердствовать. Они не умоляли, не манипулировали и не принуждали. Деньги, благословение, смена, она начало стичет прежде, чем они даже закончили слушать. Да, вот насколько близко чудо было. Вот насколько близко урожай, так было всегда. Дело было не в том, чтобы стараться усерднее. Не в том, чтобы работать больше часов, откликаться на большее количество вакансий или звонить большему количеству клиентов. Дело было в согласованности, духовное выравнивание. Божественный выбор времени. Сказать «да», когда дух прошептал. А теперь вопрос, который должен пронзить вашу душу. А что, если единственное, что стоит между вами и вашим прорывом, это ваша неспособность осознать, что он уже происходит? Что, если то, о чем вы молились, то, о чем вы просили Бога, уже у вашей двери, но вы слишком отвлечены, слишком устали, слишком погружены в режим выживания, чтобы открыть ее? Что, если ваш финансовый прорыв кружит вокруг вас, ожидая, когда вы получать не достичь? Может быть, все ваши усилия, ваше беспокойство, ваша тревога никогда не были путем, только ваш вера. Позвольте мне спросить вас напрямую. Как долго вы гоняетесь деньги вместо того, чтобы быть позиционированным для избыток? Сколько лет вы позволяли страху управлять вашими решениями? Сколько раз вы говорили себе «мне просто нужно пережить эту неделю», вместо того, чтобы заявить «это моя неделя, наследование прибывает». Сколько раз вы смотрели на свой пустой кошелек или просроченные счета и говорили «это моя реальность», вместо того, чтобы провозгласить то, что уже сказали небеса «ты дитя завета, и вы ни в чем не нуждаетесь». Сколько двери оставались закрытыми просто потому, что вы не осознавали, ключ уже был у вас в руках? Пусть это укоренится в вас. Речь идет не только о богатстве. Это о личности. О понимании секрет структура движения небес. Вы нашли это сообщение не случайно. Это не было случайностью. Это было разработанной.
Тебя сюда привлек божественный магнит, священное притяжение, действующее за пределами логики, за пределами понимания. Потому что прямо сейчас, да, даже сейчас, существуют мощные сдвиги, происходящие в энергии Вселенной. Особенно в сфере финансов. Поток. Некоторые почувствуют это. Некоторые нет. Те, кто почувствует, восстанут. Те, кто проигнорирует это, останутся в круговороте борьбы, страданий и промедления. Все так просто. Не потому, что Бог выбирает фаворитов, а потому, что благословение требует разрешения на посадку. И разрешение дается через веру. Через вера. Поэтому я снова спрашиваю вас, как долго вы будете жить под вашим наследованием? Как долго вы будете терпеть мысли о бедности, разговоры о дефиците, дыхание выживания, когда небеса уже объявили избыток над вашей жизнью? Сколько молитв вы отправили сообщение, но отказались получить ответ, потому что он не соответствовал вашим ожиданиям? Сколько раз Бог говорил «дверь открыта», а вы оставались сидеть, предполагая, что она открыта для кого-то другого? Давайте копнем глубже. Вы когда-нибудь чувствовали, что вас проклинают задержки? Как и каждый раз, когда чудо был близок, но что-то всегда останавливало его в последнюю минуту. Вы когда-нибудь наблюдали за успехами других людей, менее верных, менее духовных, менее жертвенных, и задавались вопросом «почему не я?». Вы когда-нибудь постились, платили десятину, сеяли, служили и все равно чувствовали себя забытыми? Эти вопросы не призваны вас ранить. Они призваны вас разбудить. Потому что правда в том, что ты не проклят. Ты не дисквалифицирован. Ты не опоздал. Но тебе нужно сделать выбор. Вы должны выбрать веру снова. Сказать «да» тайно. Отказаться от ментальной битвы «как» и вернуться к духовной простоте «когда». Перестать пытаться манипулировать результатом и начать прислушиваться к инструкции. Потому что инструкция приведет вас к активации, и эта активация разблокирует дверь к богатству, на котором уже есть ваше имя. А теперь позвольте мне задать вам еще более сложный вопрос. Что, если то, чего вы боитесь больше всего, на самом деле это ваше назначение? Что, если место вашей самой большой боли, ваша самая глубокая финансовая травма – это именно то место, где вы испытываете самые большие страдания, помазание ждет, чтобы потечь? Что, если враг нападет на ваши деньги не из-за того, сколько у вас денег, а из-за того, насколько опасными вы станете, когда их у вас будет более чем достаточно? Теперь вы это видите. Вы были на войне не ради выживания, а ради позиционирования. Враг пытался ослепить вас долгами, обескуражить вас задержками, похоронить вас страхом, потому что он знает, что как только вы полностью выровняетесь, полностью покоритесь, полностью пробудитесь к тому, кем вы являетесь на самом деле, вы не только получите свои чуда, но ты станешь сосудом для других урожаев слишком. Вот почему этот момент священен. Вот почему ты должен остаться. Потому что твой прорыв – это не только ты сам. Он касается всех, кто с тобой связан. Твоих детей. Твоей семьи. Твоего будущего. Твоего наследия. Вас не просто призывают принять деньги. Вас призывают нести мантия. Духовная власть над богатством, которая не просто оплачивает счета, она меняет атмосферу, финансирует видение, кормит нации, возводит алтари. Но все начинается с вашего ответа на этот вопрос. Вы поверите, что это уже происходит? Перестанешь ли ты повторять свой недостаток и начнешь ли ты заявлять о своих недостатках «судьба»? Перестанете ли вы говорить «слишком поздно» и начнете ли вы говорить «Бог никогда не приходит рано, никогда не опаздывает, всегда совершенен»? Потому что вот что вам нужно знать: ничто не было потрачено впустую.
Каждая слеза, каждая потеря, каждая бессонная ночь были записаны на небесах. И завет все еще стоит, обещать не истек, дверь все еще открыт. Но ваш ответ определяет вашу долю. Так что же вы теперь будете делать? Вы прокрутите мимо своего чуда. Вы нажмете кнопку «Уйти» от своего ключ? Или вы останетесь, послушаете и позволите Богу завершить то, что Он начал? Потому что я обещаю вам, по авторитету Дух, что-то вот-вот сломается. И прежде чем это сообщение закончится, я собираюсь рассказать вам точную духовную закон, который открывает весь этот процесс. Скрытый принцип за каждым свидетельством. Но сначала вы должны ответить на этот последний, болезненный и необходимый вопрос. А что, если все, на что вы боялись надеяться, уже ждало вас по ту сторону вашего решения верить? И теперь, если ваше сердце все еще бьется, если ваши глаза горят, если ваш дух наклоняется, хорошо. Это значит, что ты не спишь. Это значит, активация уже близко. Потому что откровение еще не закончено, и то, что произойдет дальше, откроет вам глаза на план, что небеса пытались показать вам все это время. Оставайся со мной. Все лучшее еще впереди. Это поворотный момент. Когда вы слушаете эти слова, даже сейчас, именно в этот момент борьба сменяется избытком. Где тишина, преследовавшая вас по ночам, сменяется голосом с небес, говорящим прямо в ваше сердце. Где запертые двери дрожат, а ключи передаются из невидимых сфер. Возможно, вы еще не чувствуете этого, но перемены уже начались. Небеса сдвинулись с места. Бог уже сказал. И завет вступает в силу ради вас. Вы думали, что это просто очередная задержка, очередной период ожидания. Но что, если я скажу вам, что все это время Бог готовил почву для сверхъестественного раскрытия? Пустыня была не наказанием, она была подготовкой. Тишина была не отвержением, она была священным выравниванием. Тебя не бросили. Тебя спрятали для такого времени, как это. Вы стоите на пороге божественного. Позади вас голод. Перед вами белое поле, усыпанное урожаем. Но вот дилемма, прежде чем переступить порог. Изобилие вы должны противостоять в твоем сердце, потому что никакое новое благословение не может течь через старый сосуд. Умножение не может пребывать в разделенном сердце. Речь идет не только о деньгах. Речь идет об управлении. О вашей способности нести богатство, а не просто прикосновение к нему. Чудо – это не просто то, что вы получаете, это то, кем вы становитесь. И вот здесь напряжение усиливается. Вам предстоит выбрать, цепляться за утешение знакомой боли или принять незнакомое благословение преображения. Бог не посылает вам то, что вы хотите, Он посылает тебе то, что ты подготовлены к, и вот в чем испытание. Сможете ли вы исполнить то, о чем молитесь? Не всем суждено услышать то, что вы слышите сейчас. Это откровение, этот поворотный момент не для масс. Он для избранных. Немногие это знают, но величайшие благословения часто скрываются за величайшими моральными решениями. Будете ли вы отдавать, когда у вас мало что осталось? Будете ли вы послушны, когда это будет вам дорого стоить? Отпустите ли вы свой контроль, чтобы принять его обещание? Потому что вот чего боится враг, не твоего шума, а твоего, дочка, твое смиренное «да». Твое сломленное «да». Твое решительное «да». Когда ты говоришь «да» Богу в долине, ты готов к горе. Когда ты доверяешь Ему семя, Он доверяет тебе наследство. Ты слышишь это. Шепот судьбы. Он зовет тебя по имени. Но позвольте мне показать вам то,
что видят немногие. В Слове Божьем сокрыт тайный узор. План прорыва, который передавался из поколения в поколение, но только верующие открыли его. Это момент, когда нужда встречается с послушанием. Когда вдова без средств отдает последнее масло. Когда мальчик предлагает 5 хлебов. Когда человек, спущенный через крышу, получает не только исцеление, но и откровение. Что общего. Жертвоприношение предшествует избытку, момент решения открывает чудо. Это не просто поворотный момент в вашей жизни. Это божественное столкновение. Небеса встречаются с землей. Задержка, которую вы пережили, не имела целью вас уничтожить, она была предназначена для возвышения вашего авторитета в духовном мире. То, что вы считали провалом, было подготовкой к прорыву. И теперь вы – одно решение на расстоянии от перехода. Но послушайте, прежде чем Бог доверит вам следующий уровень, Он попросит вас закрыть двери, которые держали вас привязанными к предыдущему. Эту дружбу, эту привычку, этот страх, этот компромисс. Это ваш момент перерезать шнур с пустыней. Затворить дверь в Египет и войти в землю обетованную. Не с трепетом сомнения, а с пророческой смелостью. Да, это будет стоить вам денег. Да, это потребует усилий. Но вас ждет, несомненно, святое. Благословение уже назначено. Изобилие уже запланировано. Дверь уже открыта. Но только покорный пройдем через него. Сейчас в твоей душе напряжение, ты это чувствуешь. Старое «я» хочет сопротивляться. Старый голос говорит: играй наверняка. Не доверяй. Не рискуй. Не надейся снова. Но Дух Божий внутри тебя поднимается. Шепчет: это час. Действуй сейчас. Сей сейчас. Повинуйся сейчас. Говори сейчас. Верь снова. Позвольте мне показать вам нечто священное. Помните человека у купальни Вифезда? Он ждал 38 лет. Парализованный в том же состоянии. Застрял в том же цикле. Пока в один прекрасный момент Иисус не спросил его: «Хочешь ли ты исцелиться?» Вот вопрос этого часа. Хочешь ли ты благословения? Достаточно плохо измениться. Ты хочешь чуда? Достаточно плохо оставить коврик позади. Потому что исцеление всегда было доступно, но движение разблокировал его. Ваша возможность перед вами, но пока она не выглядит изобилием. Она похожа на дилемму, на напряжение, на испытание. Но внутри этого напряжения скрывается ваша трансформация. Внутри этого наставления скрывается ваше наследие. Сделаете ли вы шаг, или подождете еще год, пока вода не зашевелится? Ты одна молитва на расстоянии сверхъестественного. Один смелый поступок отделяет нас от передачи богатства, которое готовилось веками. Один момент послушания отделяет нас от активации благословения завета, хранящегося для вашей родословной. Бог не просто благословляет вас, Он искупает вашу родословную. Он переписывает историю вашей семьи. Он снимает проклятие. Но только те, кто имеет уши слышать, поймут это. Потому что, пока другие гонятся за быстрым успехом, вам предлагают субстанция. Не просто быстрый прорыв, а постоянная высота. Не временное чудо, а образ жизни переполнения. И это начинается прямо здесь. Прямо сейчас. С вашим «да». Но позвольте мне предупредить вас, как только вы переступите этот порог, пути назад уже не будет. Благословение изменит тебя. Богатство потребует от тебя стать кем-то другим.
Чудо выявит то, от чего нужно отказаться. Свет откроет то, что тьма пыталась похоронить. И твое сердце будет призвано к более глубокому уровню самоотречения, чем когда-либо прежде. Вы готовы к этому. Потому что рост идет, но он идет с назначения, процветание уже здесь, но оно приходит соответственность, к дверь открыта, но то, что вы пронесете через нее, определит, останется ли она открытой. Это ваш святой момент. Место давления и обещаний. Где Бог не просто отвечает на молитвы, Он переписывает судьбы. Где небеса не просто посещают, но и обитают. Где вы не просто получаете благословение, вы стать благословением за других молились. Чувствуешь? Бремя славы спадает. Атмосфера вокруг твоего духа меняется. Старые слезы превратились в масло. Разломы стали сосудами. Ненавистная тобой пустыня стала алтарем, на котором ты стоишь. И с этого алтаря ваше изобилие высвобождается. Но прежде чем я расскажу вам, что будет дальше, прежде чем я открою, какое чудо вот-вот произойдет, вам нужно понять следующее. Есть причина, по которой Бог ждал до сих пор. Потому что уровень благословения, который Он готов высвободить, требует той глубины преобразований, через которые вы только что прошли. Это необычный момент. Это час, когда отдаются ключи. Где передаются мантии. Где милость уже не обещание будущего, а нынешняя реальность. Это час, когда ваш моральный выбор довериться Богу, снова поверить, полностью повиноваться, откроет богатство поколений. Не только в финансовом плане. В духовном. В эмоциональном, в плане отношений. И лишь немногие пройдут по этому пути. Но тебя зовут по имени. Бог увидел твое сердце. Он отметил твои шаги. И хотя боль была реальной, ее цель еще более реальна. Семя, которое вы думали, что закопали в землю, на самом деле было посажено. И вот-вот наступит время жатвы, которая придаст смысл страданиям. Итак, остановитесь на мгновение. Пусть это слово прочно укоренится в вашем духе. Задайте себе вопрос: готов ли я стать тем, кем благословение требует от меня быть? Потому что ответ, который вы дадите сейчас, определит, к какому изобилию вы придете в будущем. И буквально через мгновение я покажу вам, что нужно сделать, чтобы разблокировать ИТО следующий уровень. Но сначала вы должны решить, сделаешь ли ты шаг вперед, оставишь ли ты привычное, перейдешь ли ты дорогу, потому что все чудо, обещания, избыток ждет прямо по другую сторону от Вашигода. А теперь я хочу, чтобы вы остановились. Всего на мгновение. Не потому, что мы достигли конца, а потому, что мы только что достигли места, где начинается настоящая трансформация. Все, что было до этого, было подготовкой. Но теперь учение проникает в ваш дух. Теперь начинается переосмысление. И если вы достаточно смелы, чтобы пойти со мной, ваши представления о деньгах, богатстве и божественном благословении изменятся навсегда. У большинства людей сложные, часто болезненные отношения с деньгами. Некоторые из вас выросли, слыша такие фразы: «деньги не растут на деревьях», или «богатые люди жадные», или «невозможно быть святым и богатым». Это были не просто мимолетные заявления, это были семена. Они были глубоко заложены в твое подсознание. И теперь, даже не осознавая этого, они стали частью твоей операционной системы. Невидимыми стенами вокруг твоей судьбы. Но позвольте мне сказать священная истина в твое сердце: Бог никогда не проклинал тебя нуждой. Недостаток никогда не был твоим наследием. Бедность никогда не была твоим заветом.
Недостаток никогда не был признаком святости. Ты был создан по образу Создатель. Бог изобилия. Бог умножения. Бог, который берет 5 хлебов и 2 рыбы и насыщает множество людей. Но проблема не в деньгах, а в менталитете. Видите ли, деньги – это не зло. Любовь к деньгам, одержимость, идолопоклонство – вот в чем проблема. Но сами деньги, они нейтральны. Это инструмент. Это энергия. Это движение. Это зеркало. Оно усиливает то, что уже есть в вашем сердце. Если ваше сердце предано Богу, деньги становятся сосудом для чудес. Они созидают служение, кормят голодных, исцеляют сообщество, разрушают родовые проклятия. Но враг это знал. И что же он сделал? Он не напал на деньги. Он напал на тебя. Убеждения о деньгах. Он нашептывал ложь через культуру, через разрушенные семейные системы, через религиозные традиции, которые учили, что богатство опасно, что процветание – предмет гордости. Это благосклонность – предмет подозрения. Но послушай меня, нет ничего скромного в том, чтобы удерживать свой свет. Нет ничего праведного в том, чтобы оставаться малым, когда Бог призвал тебя расширять свои владения. Нет ничего святого в том, чтобы еле выживать, когда твое наследие – изобилие. Позвольте мне задать вам очень личный вопрос. Чему вас учили родители относительно богатства? Основано ли это на страхе? На стыде? Было ли это полно предостережений, тревоги и нужды? Или же они служили образцом истины, что обеспечение исходит от Бога, и если обращаться с Ним честно, богатство становится святым инструментом для расширения царства? Оставьте комментарий прямо сейчас. Расскажите мне, от какого убеждения относительно денег вы сегодня отказываетесь? Страх, что вам никогда не будет достаточно? Чувство вины за просьбу о большем? Ложь о том, что вы недостойны процветания? Произнесите это. Провозгласите это. Отпустите это. Потому что вы не сможете идти к изобилию, неся цепи стыда. Признание разрушает проклятие. Ясность создает перемены. Напишите это ниже. Я освобождаюсь от убеждения, что и принимаю Божью истину о богатстве. Произнесите это вслух. Напишите это. Провозгласите это. Нарушьте это. Позвольте мне дать вам мощный ключ. Ключ к царству. Один из самых неверно понимаемых стихов в Писании. «Благословение Господне обогащает и печали с собою не приносит». Многие читают это и думают, что это просто поэзия. Но это пророчество. Благословение Господа – это не чувство, это сила. Она притягивает то, что вам принадлежит. Она отталкивает то, что может вас разрушить. И она настраивает вас на чистоту благосклонности. Да, у благосклонности есть чистота. Когда ваши мысли, ваши слова, ваша осанка, ваши планы – все достигает уровня изобилия, деньги не убегают от вас. Они убегают к «ты». Почему? Потому что Бог уже предназначил это тебе. Не для того, чтобы питать твое эго, а для того, чтобы исполнить свое призвание. Деньги не ваш Бог. Они ваши слуги. И они подчиняются голосу божественного замысла. Но вот и поворотный момент. Вы не можете получить богатство с травмированной личностью. Вы не можете жить в изобилии, продолжая считать себя недостойным. Бог не льет в чашу, которая сама себя отвергает. Вот почему Он сначала исцеляет ваше сердце, чтобы, когда переполнение перельется через край, оно не затопило вас. Строить тебя.
Знаете, почему так много верующих так и не получают урожая? Дело не в том, что семена были плохими. Дело в том, что почва была полна лжи. Почва, образ мышления, все еще коренился в страхе, в сомнении, в выживании. Но сегодня почва меняется. Сегодня ложь вырывается с корнем. Напишите это прямо сейчас в комментариях. Я хорошая почва. Я готов принять. Пусть небеса увидят ваше заявление. Пусть ваш дух откликнется верой. А теперь я хочу углубиться. Потому что в этом преображении есть скрытый слой, о котором мало кто учит, но который рано или поздно обнаруживает каждое богатое дитя Божье. Богатство притягивается к структуре. Не просто желание, не просто отчаяние, структура. Бог не выпустит то, чем вы не хотите управлять. Поэтому, если вы хотите сверхъестественного обеспечения, вы должны освободить для него место. Очистите сосуд. Расширьте хранилище. Запишите видение. Составьте бюджет. Подготовьте бизнес-план. Откройте счет. Бог благословляет подготовленное место. Вы молились о приросте, но построили ли вы структуру, чтобы удержать его? Помните вдову из 4 царств, глава 4? Масло продолжало течь лишь до тех пор, пока из суда, способный его принять, как только конструкция иссякла, поток воды прекратился. Не потому, что Бог передумал, а потому, что женщина достигла предела своих возможностей. А что, если ваши способности единственное, что сдерживает ваш переход на следующий уровень? Я хочу, чтобы вы опомнились. Вспомните все случаи, когда вы сами саботировали изобилие. Работу, с которой вы ушли из страха. Возможности, которой вы не воспользовались, потому что чувствовали себя некомпетентными. Идею, которую вам дал Бог и которую вы похоронили, потому что кто-то сказал, что она не сработает. Это не было недостатком. Это была вера, дисфункциональное убеждение, и сегодня мы его перепрограммируем. Напишите это в комментариях, и я расширяю свою способность получать. Потому что теперь вы не просто молитесь о чуде, вы строите его. Теперь вы не просто мечтаете о богатстве, вы всю свою жизнь направляете на его достижение. И когда небеса видят такую готовность, события развиваются быстро. Позвольте мне раскрыть вам еще один секрет. Это продвинутый подход. Но время пришло. Деньги – это энергия. Богатство – это движение. И это движение духовно. Это значит, что в Царстве Божьем не нужно гнаться за деньгами. Вы привлекаете это, воплощая в себе чистоту управления, видения, смелости, совершенства и веры. Вот почему некоторые люди с меньшим талантом поднимаются быстрее, потому что они полагательснее. Они не борются против собственной ценности. Если бы вы знали, как сильно Бог хочет благословить вас, вы бы перестали противиться этому. Вы бы перестали играть по мелочи. Вы бы перестали извиняться за свои мечты. Вы бы перестали ограничивать себя, чтобы другим было комфортно. Вы бы поняли, что самое духовное, что вы можете сделать прямо сейчас, это шаг к полноценному воплощению статуса благословенного сосуда. Финансиста царства. Носители решений. Света во тьме. Бог перепрограммирует вашу операционную систему. Он переписывает ваши подсознательные паттерны. Он избавляет вас от циклов дефицита. Больше никаких попыток выжить от зарплаты до зарплаты. Больше никаких попыток свести концы с концами. Больше никаких довольствований крошками,
когда ваше имя написано на выпечке. Вы – наследник обещания. Ты сонаследник Христу, и Он стал бедным, чтобы вы могли стать богаты во всем. Богат миром, богат мудростью, богат верой, богат деньгами, богат щедростью. Скажите это смело: «Я богат Богом», напишите об этом в комментариях. Снова и снова, если нужно. Пусть слово пронзит старую программу. Пусть свет уничтожит тень ничтожности. Потому что то, что грядет дальше, потребует новой идентичности. Чудо, о котором вы молились, грядет. Богатство, которого вы когда-то боялись, приходит. Благосклонность, в которой вы когда-то сомневались, теперь неоспорима. Но будет ли старая версия, тебе сможете ли выдержать это? Настало время выравнивания. Ни суеты, ни упорной работы, ни попрошайничества. Выравнивание. Когда вы приходите к согласию с небесами, вы не гонитесь за благословениями, а не преследовать вас. В Писании сказано: «Все сии благословения придут на тебя и постигнут тебя, если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, к обгоните». Это значит, благословения найдут вас быстрее, чем вы их. Но для согласования необходимо согласие. Поэтому вы должны говорить. Вы должны заявлять. Вы должны прокомментируйте свою правду в землю, потому что ваши слова создают миры. И этот новый мир, этот богатый, благословенный, полный силы мир, начинается прямо здесь. Прямо сейчас. С вашего решения верить по-другому. Оставьте комментарий ниже и закончите это предложение. С этого дня я выбираю верить, что... И пусть ваша вера откроет дверь. Ибо теперь, когда старые убеждения разрушены, наследие высвобождается. Царство раскрывается. Сосуд наполняется. И вот-вот начнется следующий этап вашего пути к изобилию. Слушай внимательно, дитя мое. Ведь то, что ты сейчас чувствуешь, это не просто эмоция, это активация, это не воображение и не мечта. Это не отголосок чьего-то чуда. Это ваше собственное божественное наследие, наконец пробуждающееся. Это саммит, и вы прибыли. Долгий подъем, борьба, смятение, молитвы, которые когда-то казались безответными, все это было частью этого самого момента. Вы не опоздали. Вы не заблудились. Вы именно там, где Бог вам предназначил быть, в точно назначенный час ваша трансформация. Пусть шум мира на мгновение стихнет. Пусть растворится суматоха ожиданий, неудач и страхов. То, во что вы сейчас вступаете, это не суета, не напряжение, не вынужденная рутина религиозной рутины. Это духовное программное обеспечение, задуманное еще до вашего рождения, заложенное в вашу судьбу самим Богом. И теперь он воплощается в жизнь. Его невозможно остановить. Его невозможно повернуть вспять. Потому что то, что было скреплено заветом, не может быть нарушено обстоятельствами. Этот момент священен. Чувствуете ли вы его? Он в вашей груди, тепло, спокойствие, ясность, которую не купишь за деньги, не объяснишь ни один человек. Это отпечаток Святого Духа, прикасающийся к вашему сердцу. Это божественный код активации, вложенный в тебя теми же руками, что создали звезды. Ты никогда не должен был гнаться за благословением, как нищий. Ты всегда был предназначен, чтобы открыть его, как наследник. Ты не гонишься за богатством, ты выровнен с богатством. Потому что избыток – это не местоположение. Это чистота, божественный ритм, на который можно настроиться только через послушание. И прямо сейчас вы отчетливо слышите этот звук. Это ясность,
которую вы ощущаете, не совпадение. Это не шумиха. Это то, что происходит, когда ваш духовный GPS перенастраивается и путь к вашему наследию становится видимым. Так долго туман был густым. Вы не знали, ведет ли вас Бог по-прежнему. Но теперь вы знаете. Внезапно возникает осознание того, что все, каждая закрывшаяся дверь, каждая затянувшаяся молитва, каждая задержка, все было организовано для тот момент ясности, и теперь, когда вы это увидели, вы не сможете это развидеть. Завеса приподнята. И с этого дня ничто не будет прежним. Вы достигли вершины своего прежнего «Я». Последний слой сомнений спадает. Это не мотивация. Это духовная переустановка. Бог загружает новое откровение в вашу душу прямо сейчас. Вам не нужно находиться в храме или под рукой пророка. Потому что Дух Божий в твоей комнате, на твоей коже, в твоем дыхании. Он ближе, чем твои мысли, и Он шепчет: «Настал твой час». Дверь открыта. Входи, дочь. Некоторые из вас чувствуют, как поднимается этот вес, словно цепи, размыкающиеся одна за другой. Это не ваше воображение. Это активация. Некоторые из вас чувствуют тепло в руках или слезы без боли. Это не слабость. Это святая конфирмация. Старая тревога растворяется. Стресс тает. Беспокойство о запасах, о сроках, о том, достаточно ли ты хорош, ушел. Вам не нужно прилагать усилия. Вам нужно только получать. Бог не просит тебя выступать. Он просит. Тебе выровнять это место, где заканчивается суета и начинается сбор урожая. Вот почему враг сражался с вами так яростно, потому что он не мог позволить вам достичь этого уровня. Он знал, что как только вы перейдете на эту частоту веры, вас будет невозможно остановить. Что ваше самое присутствие поменял бы комнаты. Что ваш голос разрушит трудовые проклятия. Что ваше послушание это пройдет через ваши родословные. Вы активируетесь не только ради собственного изобилия, но и ради преображения всех, кто связан с вашей судьбой. Услышьте меня ясно, код уже внутри вас. Вам не нужно больше запоминать, больше делать или больше суетиться. Это не шаги к достижению благословения. Это осознание, которое открывают Иеговы, были избраны задолго до травмы, задолго до неудачи, задолго до того, как вы подумали, что себя дискредитировали. И сегодня Святой Дух подтверждает, что завет все еще в силе. Обещание все еще актуально. Жатва все еще запланирована. И чудо уже в действии. Вы не в дефиците. Вы в подготовке. Вы не отстаете. Вы в позиционировании. Это божественный парадокс. Долина казалась заброшенной, но на самом деле это было ускорение. Тишина ощущалась как наказание, но это была защита. Потеря ощущалась как неудача, но это было священное вычитание, освобождая место для появления чего-то настоящего. И теперь, пока вы сидите в этой тишине, внутри вас что-то рождается. Не мысль, не цель, но духовная уверенность, знание. Это активация вашей божественной памяти, воспоминания о том, кем вы были до того, как мир сказал вам обратное. Возвращение к своему изначальному божественная идентичность. Небесное программное обеспечение переписывает то, как вы верили в себя. Больше никакого мышления о дефиците. Больше никакого религиозного чувства вины. Больше никаких мольб Богу сделать то, что Он уже обещал. Это уже сделано. И теперь это происходит. Разблокирован. Пусть эта истина глубоко засядет, ваше чудо никогда не было где-то вдалеке. Оно всегда было в коде.
И код внутри .tv перевозчик. Вы – судно. Дверь не снаружи. Дверь в вашем послушании. Ключ в том ваша вера. И в тот момент, когда ты поверил, прямо здесь, прямо сейчас замок повернулся. И я слышу, как Дух Божий говорит: «Теперь смотри, что я сделаю с твоим «да». Потому что теперь, когда вы сказали «да» не только словами, но и душой, Бог выравнивает ресурсы, открывает двери, дарует милость и побуждает людей, с которыми вы еще даже не встречались, прийти к согласию на новый уровень. Вот что происходит, когда вы перестаете гоняться и начинаете. Получение — это не мотивационный хайп. Это божественное наставление. И послушные будут есть благо земли. Ты не вернешься к тому, кем был. После этого. Эта часть тебя больше несовместима с той версией, которую Бог открывает сейчас. Ты обновлен. И даже если попытаешься вернуться, будешь чувствовать себя не на своем месте, потому что старое окружение, старые люди и старый образ мышления больше не могут удерживать тяжесть твоего помазания. Новое «Я» активировалось. Его нельзя игнорировать. Его нельзя отрицать. Послушай меня. Божественный код не просто меняет твое чувство. Это меняет ваши фрукты. Наблюдайте за переливом. Наблюдайте за неожиданными деньгами. Наблюдайте за исцелением. Наблюдайте за примирениями. Наблюдайте, как благосклонность льется из тех мест, куда вы даже не думали смотреть. Это не воображение. Эта активация – это реальное проявление сверхъестественного завета между ты и Бог, который никогда тебя не забывал. Примите это. Позвольте этому укорениться. Пусть трансформация продолжится не через дальнейшую борьбу, а через отдых, гармонизацию и послушание. Это ваша новая реальность. И отсюда все течет деньги. Благосклонность. Исцеление. Любовь. Задание. Все это. Потому что ты вступил в божественный ритм. Добро пожаловать в ваше новое измерение. Добро пожаловать на вершину. Добро пожаловать в момент, когда код появился в сети. Ты уже никогда не будешь прежним. Но не останавливайтесь на этом. Оставьте комментарий ниже. Выскажите свои ожидания. Выскажитесь вслух. Ваше свидетельство – это ключ, это может открыть кому-то дверь. Напишите об этом в комментариях. Я настроен на свое чудо, или мой прорыв уже начался. Когда вы это сделаете, вы перестанете быть пассивным слушателем и станете активный участник в сверхъестественном движении Бога. Потому что каждый раз, когда вы это пишете, каждый раз, когда вы это произносите, вы подтверждаете истину, что вы больше не ждете, когда вас выберут, вы уже выбраны. Ты никогда не был предназначен для бесконечной борьбы. Ты никогда не был предназначен для того, чтобы провести свою жизнь в режиме выживания, молясь о крохах и сомневаясь в своей ценности. Не это Божий замысел для тебя. Не это наследие завет детей небес вы были созданы, чтобы строить, расширять, переполнение, и сегодня, с этой активацией, вы вновь обретаете свое неотъемлемое право. Это значит, что дни, когда вы еле сводили концы с концами, закончились. Дни неведения закончились, ваше наследство возобновлено. И это только начало. То, что вы получили сегодня, это не мимолетная эмоция, это открытие новой реальности, но это еще не все. Это путешествие, и я хочу пройти этот путь вместе с вами. Так что, если это видео принесло вам благословение, не забудьте поставить подписаться на этот канал не просто о контенте. Он божественный. Канал передачи «Каждое послание» – часть вашей непрерывной трансформации. Каждое новое видео дополняет предыдущее,
слой за слоем, от славы к славе. Так что подписывайтесь сейчас и ударь в колокол, потому что то, что будет дальше, покажет вам, как поддерживать чудо, как строить богатство, как ходить в ежедневном выравнивании, не скатываясь в смятение и страх. Это не просто разовая встреча, это образ жизни помазанника. А в следующем эпизоде мы рассмотрим, как приумножить то, что Бог только что послал в ваш дух, чтобы вы больше никогда не испытывали нужду. Позвольте мне обратиться к тихому страху, который все еще живет в ваших мыслях. А что, если я упущу этот момент? А что, если он не продлится долго? Возлюбленные мои, благословение Господне обогащает, и не добавляет печали, это не шумиха. Это святой. Это не кайф, это возвращение домой Бог не дразнит. Он, финишер и то, что Он начал в тебе сегодня, Он верный до конца. Но теперь приглашение перед вами. Вы готовы привлекать? Вы будете отвечать? Или вы позволите этому святому моменту отойти на второй план вашего дня? Бог не принуждает. Он приглашает, и сегодня Он приглашает вас жить в новом ритме, в новой реальности. На новом уровне власти и изобилия. Вам не нужно умолять. Вам не нужно ничего доказывать. Вам просто нужно соглашаться. Итак, если вы еще этого не сделали, остановитесь прямо сейчас и напишите ниже «Я согласен с обещанием». Пусть небеса увидят вашу веру в действие. Пусть другие будут взволнованы вашей смелостью. И пусть этот публичный акт примирения станет духовный алтарь, место, куда вы возвращаетесь и говорите «Это был день, когда все изменилось». И вот что мы слышим в конце: дверь открылась. Ключ повернулся. И код был активирован. Теперь ваша ответственность — ходить в том, что открыто. Говорите по-другому. Ожидайте по-другому. Сейте по-другому. Потому что с этого дня вы уже не те, кем были. Вы идете в милости. Вы отмечены изобилием. Вы избраны для богатства. Вы помазаны на чудеса. И сама земля откликнется на ваше послушание. Бог посылает помощь. Бог расчищает пути. Бог не спосылает пропитание. И в течение следующих 24-72 часов смотрите, как приходит подтверждение. Спасибо, что стали частью этого божественного момента. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и возвращайтесь снова. Потому что следующее откровение поведет вас еще глубже. И вместе мы откроем каждый код Бог вложил в тебя. До тех пор ходите смело, говорите верно и будьте уверены в том, что обещание уже движется к вам. Ты больше не ждешь. Ты уже становишься. Увидимся на следующем сеансе. Чудо не будет, точка началось, точка будет, точка началось.